Привет всем, с вами Лена Шейдлина, и сегодня со мной мой любимый дорогой человек по имени Женя Шейдлин. Всем привет! Я просила моих дорогих зрителей отправлять нам вопросы, что было бы им интересно, и для того, чтобы нам ответить на все эти вопросы, мы должны случайным образом вытащить карточку и ответить на него. Супер викторина. Кто начнет? Да, давай, я начинаю. Конечно, ладно. Кто выносит мусор? Кто выносит мусор? Мне кажется, нет определенного правила. Я выношу мусор. Ну да, потому что я много всего выбрасываю. У меня просто бзик. И Женя каждый раз проверяет мусорные пакеты, не выбросила ли я там что-то. Женя знает твой пароль от телефона? Да, я знаю все пароли от любого гаджета в этом доме. Да, и чаще всего он вообще может писать от меня сообщения, и мы сидим на оба аккаунта. Из-за этого, когда я его переписки с мальчиками читаю, это очень смешно, Что? потому что с мальчиками. Это было не с друзьями. Чем вы зарабатываете? Мы создаем арт-проекты, диджитал-арты для брендов. Ну да, но мне легче всего назвать, что у нас рекламное агентство по креативным услугам. Что мы можем сделать? Мы можем нарисовать принт, создать инсталляцию, сделать рекламу в социальных сетях, но только с условием того, что это будет в каком-то креативном проекте, а не просто пост, публикация. Для нас сейчас важнее выходить именно на новый уровень художника. Откуда вы берете деньги на жизнь? У Жени богатые родители. Ни у меня, ни у Жени не богатые родители. С самого начала, как я приехала в Петербург, мои родители сразу сказали, что не будут выделять мне средства, и нужно было думать, чем заниматься. Я пробовала работать менеджером. У меня это была единственная работа, которая была 2 недели, и после этого я ушла и больше не занималась работой на кого-то. Да, потом я устроился сначала... Я работал... Нет, сначала в шоуруме ты работал? В шоуруме работал, да. Потом я работал официантом в японском ресторане. А заработанные деньги все шли на покупку вещей секонд-хенда. И мы их хендмейдили и продавали их через Ленина социальные сети. Тем самым оттуда появились у нас деньги на реквизит, а фотография была моментом, чтобы просто провести интересное время, и мы никак не думали, что этим можно зарабатывать, но я устраивала фотосъемки, тем самым изнутри изучила, что такое фотограф и как нужно действовать. Из-за этого, когда мы с Женей работаем вместе, нету фотографа и модели. Это цельный организм, который работает очень слаженно. Тянемся! Деревянно. Что вы планируете в будущем, когда хотите детей? В этом году у меня по плану создать выставку своих масляных работ, и мы уже договорились с некоторыми галереями в Нью-Йорке и в Японии, для того, чтобы там выставиться, так что будет интересно, посмотрим, что из этого получится. Да. Когда хотите детей? Когда хотим детей. Я хочу детей. Я пока не хочу их. Да, это даже не хочу, а я просто считаю себя ребенком до сих пор. А вынашивать мне все. Если бы он мог взять на себя все, как вынос мусора, уборку и все дела, то вообще отличное проблем не было. сравнение. Вынос мусора и вынос ребенка. Простите. Ты считаешь Женю похожим на актера Эдди? Мне постоянно говорят, да, что я похож на этого актера, особенно когда он был в образе девушки из Дании. В первой встрече что вы подумали друг о друге? В первое впечатление? Но я как помню, Лена подумала, что я очень низкий. Да, мы, получается, год общались по интернету, и я не ожидала, что он такого маленького роста, потому что я самая маленькая, но мне тогда он показался чуть ли не меньше меня. На фото я смотрелся больше, да? Ну, выше, да. Но когда я вышла из поезда... Не чеши, когда я говорю, у нас общие петлички. Шушишь мне тут. Портишь мою историю. Когда я вышла из поезда, первым заметила его моя мама. Она сказала, это не тот краснолицый молодой человек, к которому ты приехала. И я поворачиваюсь, он такой улыбчивый стоит, глазки блестят. А когда я выходила из поезда, я себе говорила, поздороваться спокойно, никаких обниманий, никаких эмоций. Да, ничего. Как только я его увидела, наверное, я просто не ожидала, что я его так увижу, то я просто налетела на него в обнимку, и мы кружились на перроне.
Я помню, когда мы пошли в этажи, вот, я вез чемодан, и ты положила свою руку на мою. И тогда ты подумал, что может быть что-то. Да, вроде все пока в порядке. Стеснялась ли ты Женю перед камерой? Я стеснялась очень, когда первый раз приехала, и он хотел со мной фотографироваться, а я понимала, что я каждый раз использовала фотошоп, и он сразу поймет, что я не так выгляжу. Из-за этого я все пыталась закрывать свое лицо руками, либо как-то фотографироваться профилем. Вот эти страхи были первоначально, потому что он поймет, что я не такая идеальная, не такая красивая, как он думал. А когда я начинала фотографироваться с ним уже позже, когда переехала, то все границы, они уже были стерты, никаких комплексов не было. И он, наоборот, меня подбадривал и вселял уверенность, что я даже согласилась потом фотографироваться с другими людьми. Это было проделано очень много работы, потому что по поводу внешности у меня была просто гора разных комплексов и вишенка еще сверху. Ну, ты мне всегда нравилась, Любовь. Да, я знаю. Что Женя любит в тебе больше всего, а ты в нем, как внешне, так и внутренне. Как бы она не говорила про свои щеки, еще что-то, она без комплексов, она абсолютно не боится выступать перед большими аудиториями, говорить на любую тему. Вот новая тема какая-то появляется, неважно, вот вещи, в которых она, когда мало что-то понимает, она все равно, у нее формируется точка зрения прям в этот же момент. То есть она импровизирует прекрасно. Да, внешне мне все нравится в ней. Вот все. Ладно. Даже гусиная кожа? Да, особенно чесаться прикольно. Чем чешется, так прислонился вот так вот. А мне нравятся твои веснушки, плечи. Там не было такого вопроса. Там было. Что Женя любит в тебе больше всего? А, ты в нем точно. А ты в нем, да. Мне нравится твоя улыбка, но я очень долго привыкала к тому, что когда он улыбается, у него губа вот так вот вверх поднимается, и там остается кусочек небушки. Не небушки, а десны какие-то. Я долго привыкала к этому. А не нравится то, что ты очень невнимательный. Тебе скажешь, не стирай мой свитер, потому что он шерстяной. А ты выносишь его вот таким маленьким. Ты сама сказала, постирай. Я не говорила. Ладно, это бессмысленно. Все равно ты не признаешь, что ты виноват. Ты тоже не признаешь, что ты не виноват. Чем вы можете бесить друг друга? Правда? У нас вопросы прям выливаются. Невнимательный, не самостоятельный. Если он начинает надо мной шутить, то его фиг заткнешь. Фиг заткнешь. Чаще всего мне приходится обижаться действительно, чтобы он понял, что он уже заходит слишком далеко. Надо мной знаете, как издевается? Ну вот пошути надо мной. У меня нет настроения, что над тобой шутить. Ну вот так вот и живем. А я бешу тебя чем? Чем ты меня раздражаешь? Обидами своими. Да, что ты по поводу бес можешь обижаться. Или то, что ты на людях можешь со мной начать выяснять отношения, тоже меня очень сильно раздражает. То, что я тебя унижаю все время. Интересно. Если у вас будет ребенок другой ориентации, какое ваше мнение будет? У меня нормальное. Неважно, мальчик или девочка. Ну вот если будет мальчик, наверное, нам придется просто переехать из этой страны, потому что это будет просто опасно. Ну, чтобы он был счастлив. Ну, безусловно, мы его огородим при любых раскладах. Мы современные родители, у нас куча друзей, и нам важно, чтобы просто ребенку было комфортно. Да, комфортная среда. Короче, все нормально. Пусть, главное, он будет счастлив. Сильно ли Женя тебя ревнует во время твоих съемок в белье, ну или без? Нет. Да, он меня сам раздевает и говорит, иди фоткайся. Мне твое тело нравится. Как переживаете тяжелые моменты? Есть ли особые рецепты? Разговариваем. У нас, кстати, не было ссоры ни разу, чтобы это длилось больше одного дня. Но в начале отношений было совсем сложно. Я вообще себя не контролировала, не дружила ни с кем из его друзей из-за своего поведения. Женя, вот, кстати, насчет самого нелюбимого во мне, это в том, что когда я обижаюсь, мне хочется уйти. И была такая ситуация, что мы были в Саратове, смотрели какие-то детские фотографии. Она психанула, выбежала из дома в одних носках, либо вообще босиком. Это была зима. Угу.
Я побежал за ней, и мне так стыдно перед ее мамой, то, что мы конфликт перед, получается, человеком, которым я только-только познакомился, еще как бы хочется показать, как у нас все хорошо в отношениях, наоборот, перед ее родителями, а тут она такое устраивает. И я снимаю куртку, я как бы успел накинуть куртку, я ее отвожу обратно к подъезду, она не хочет заходить домой, я снимаю куртку, кладу ее на асфальт, она встает на эту куртку, что-то мы продолжаем ругаться. И Женя решил почему-то вытащить куртку из моих ног, и я падаю просто головой в стену. Я на эмоциях поднимаю эту куртку резко и ударяется головой об стену. Да. После этого мы стали делать такие фотографии. Заботится ли о тебе Женя? Очень заботится, чересчур заботится. Все время подумает, что, может, мне будет прохладно, либо когда я рисую, все время принесет чай, дарит мне абонементы на массаж. От себя. От себя, да. Это что-то бесплатно. Делает мне кушать. Короче, окутывает меня любовью. Ты хочешь что-нибудь добавить? Делает мне кушать. Понятно. Женя стильно одевается. Помогаешь ли ты ему в выборе одежды? Стильно одевается Женя? Так пойдет. Вообще, Ну да. все равно ходит в одних и тех же вещах каждый день. Да. Только я что-то и покупаю, потому что ему все время лень что-то искать. Да, у меня иногда появляется желание что-то, наверное, найти в магазине. Я только захожу туда, наверное, первые 3 вещи вот так вот перебираю и понимаю, что нет, я не готов сейчас на это. Мне слишком это тяжело дается. Я говорю, Лена, выбери мне что-нибудь. Некоторые вещи он говорит, ну тут бы я их носил, но когда я приеду в Россию, я не буду это носить. Потому что я не люблю концентрацию внимания на мне. Когда ты в Японии ходишь в таком вот наряде каком-то особенном, там как бы на тебя внимание никто не обращает. А если в России ты выйдешь так, то будут взгляды, мне это не нравится. Поэтому я предпочитаю что-нибудь среднее. Кто платит в кафе? Но вопрос этот не стоит уже 8 лет, наверное, как с тех пор, как у нас общий бюджет появился, правильно? Ну да, у нас с самого начала появился общий бюджет. Ну сначала просто были деньги у Жени, потом я что-то с вещей стала однако получать. же, когда мы начали отношения, я платила за тебя. Да, всегда с самого начала, когда мы увиделись, Женя всегда брал все растраты на себя. Сколько у тебя было девушек? У меня было 2 девушки для тебя. Ну, конечно, это никакое сравнение не идет с тем, что как у меня с тобой это пошло и зашло. Куда это зашло? Гуляли на 2-й день после приезда, он лег ко мне на ноги в торговом центре и сказал... Я вообще не понимал, что со мной происходит, да. У меня были супер красные щеки, у меня сердце стучалось, как будто сейчас выпрыгнет. И он сказал, что он никому так не позволял близко его обнимать и наклоняться, и дышать ему в ухо. И для меня это были совершенно новые ощущения, что мальчик мне говорит такие вещи не о сексе, не о поцелуях, а именно о внутреннем, что он чувствует. Да, у меня что-то организм сбой дал. Серьезно. Мне кажется, это химия, мощная химия любви. Все. Ждем ваших комментариев, и с вами были всегда Евгений и Елена Шейдлин. Всем пока. Обнимашки.